Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Ну что, сегодня мы с вами сделаем расклад. И тема у нас сегодня будет такой. Срочно, что вам нужно знать прямо сейчас. Важная тема, приготовьтесь. Да? Сегодня у нас будет 3 позиции. Пожалуйста, загадывайте себя. И сигнификацию мы будем делать тоже на вас. Да, то есть или в каких энергиях вы проживаете жизнь, или что вы за человек. Ну, вот все то, что нам захотят о вас рассказать. Да? И если вы себя узнаете, только в этом случае слушайте дальше. Что же вам нужно знать прямо сейчас? Значит, после сигнификации сразу ответим на наш главный вопрос, да, что вам нужно знать прямо сейчас. И как дополнение возьмем совет для вас, что вам делать с этой новостью, да, которую вам высшие силы пошлют, или с этим событием. Итак, двоечки, троечки идут в ожидании. Мы начинаем с единичек. Кто вы? Что сейчас у вас происходит? Ну, что-то вы сейчас находитесь в таком депрессивном состоянии, все забросили. Забросили какую-то учебу, почему-то считаете, что все бессмысленно, все у вас не получается и незачем дальше вам учиться. Значит, что-то у вас здесь связано с водой, так или иначе, или вы какого-то водного знака зодиака, или у вас определенное такое, знаете, взаимодействие с водной стихией на каком-то своем личном уровне. Может быть, вы ходите к морю для того, чтобы с ним пообщаться, посоветоваться, да? Может быть, вы живете у моря, и у вас какие-то особые взаимоотношения. Но здесь вот стихия вода играет для вас какую-то серьезную роль. Вот, значит, ну, что-то в вашей жизни сейчас пошло не так, да, причем это уже какой-то продолжительный период времени длится. Вы сейчас выходите из определенного кармического урока, да, это хорошая новость. Вот, то есть у вас был достаточно длительный уроковый период, в который вы должны были принимать решения, проживали, возможно, какие-то серьезные потери, уход близкого человека, потеря бизнеса, еще чего-то. Ну, то есть вот какие-то серьезные вещи происходили. И эти вещи все вогнали вас в состояние депрессии, вплоть до того, что вы бросили какую-то очень важную для вас учебу. Вот, то есть здесь почему-то обучение и учеба стоит на каком-то первом месте. Прям первой карты все это выпало. Видимо, есть некая важная стезя, по которой вы должны идти. Может быть, это повышение квалификации, может быть, это переучивание на какую-то другую специальность, да, которая стала бы определяющей для вас в жизни. Но вы не можете сейчас учиться, знаете, не в плане даже какой-то материи, а в плане не хотите. То есть вы отошли от этого обучения, от движения вперед, именно потому, что у вас опускаются руки, да, затянулся очень сильно кармический урок, и руки опускаются, а вы больше ничего не хотите. То есть вот здесь идет такая позиция, вы больше ничего не хотите, поэтому надо все закончить, надо все бросить и больше никуда не идти. Вот, значит, тоже такая интересная вещь еще происходит. Раньше как будто бы какие-то вещи давались вам очень легко, а сейчас вот все дается сложно, вот все дается тяжело. Может быть, вы пережили болезнь, да, тяжелую, и сейчас у вас идет восстановление. И даже какие-то простые вещи кажутся вам сложными в исполнении. Да? То есть здесь вот показывают прям такое, знаете, состояние человека, которому нужно восстанавливаться после чего-то, но ему очень тяжело это сделать. И то, что раньше казалось простым, теперь тоже стало сложным.
Вот такие состояния показываются, да, я даже не могу сказать, что вы здесь зациклены сейчас на каких-то отношениях или там на деньгах. Вот как будто бы, знаете, общее состояние такое. Человек выздоравливает после тяжелой болезни, но еще очень много придется пройти. И самое главное – это восстановить свое психологическое равновесие, да, для того, чтобы вообще вот хоть куда-то двигаться. Хорошо, хорошо. Что же вам нужно сейчас знать? Что сейчас для вас очень важно услышать? Что сейчас важно знать, что сейчас важно услышать? Они говорят, очень тяжело жить с содранной с кожей маской. Пырым-пырым, сейчас объясню. Значит, смотрите, такое ощущение, что это не про вас, это про какого-то другого человека. Понимаете, в чем дело? То есть в вашей жизни был человек, который казался вам очень хорошим. Вы его идеализировали. Возможно, это был человек, с которым у вас были отношения. Возможно, это какой-то друг, подруга, коллега, родственник. Да? То есть кто-то, кто был вам не безразличен и кого вы себе дорисовали. Да? Так вот, вот все ваши переживания, вообще все то, что в вашей жизни сейчас происходит, да, оно началось с того, что вы с этого человека сняли маску. Или человек сам с себя содрал эту маску и обнажил перед вами истину. И вот истина об этом важном для вас человеке стала для вас неприятным открытием. Дело в том, что и для этого человека вы тоже надевали маску. То есть он был в маске кого-то хорошего, и вы были в маске кого-то хорошего, понимаете, для него. И вот когда он обнажился, вы увидели какие-то свои то ли недостатки, то ли проблемы, травмы, возможно, детства какие-то всплыли у вас. Да? И получается так. Человек предстал перед вами своей истиной в истинном виде, и вы за счет этого тоже для себя открыли себя. То есть сняли с себя маску, содрали ее с кожи. Да? И сейчас вы находитесь в растерянном состоянии, вы не понимаете, кто вы. Может быть, вы обнаружили в себе какие-то нарциссические черты, может быть, черты жертвы, может быть, еще что-то. Да? То есть вы сейчас как будто бы узнаете себя заново, и для вас это неприятно, для вас это сложно и тяжело. Вот как бы на фоне этого человека, как будто бы он, знаете, вот или вы его отражение, или он вас отразил. Что же дальше вам нужно знать? Вам говорится о том, что каждому человеку приходит пора пробудиться. И с вами это сейчас произошло. То есть вот эти неприятные открытия, события, да, это элемент вашего взросления, элемент того, что вы вылупляетесь из кокона, да, и гусенки уже, собственно, нет, она вся растворилась внутри кокона, а бабочка из вас еще пока не вылупилась. Значит, что вам нужно знать? Что очень скоро наступит период вашего принятия прежде всего себя. Тут все о вас идет, не о каком-то другом, да, человеке, не о событиях. Наступит период принятия себя такой, какая вы есть. Значит, вы поймете, что
возраст, в котором вы сейчас находитесь, тело, в котором вы сейчас находитесь, это некое благо, и это некий дар небес. И вы должны это принять, осознать и понять, да, вот что с этим возрастом, что с этим телом в вашу жизнь приходит, да, хорошего, потому что каждый возраст нас награждает каким-то опытом. Вот, значит, сейчас идет период вашей жизни, наступает период весны, некого пробуждения от сна, некого выхода из состояния смерти, да, состояния вот этой трансформации, перерождения. У вас буквально происходит вылупление бабочки из кокона. И бабочка – это вы. Значит, здесь говорится о том, что все хорошее впереди. Скоро у вас не будет времени на то, чтобы обдумывать какие-то свои душевные травмы, все это переваривать, перезаписывать и так далее, потому что в вашей жизни начнутся какие-то события. Эти события будут связаны с людьми, с коммуникацией, с тем, что вы будете много общаться, то ли, может быть, много ездить. Может быть, вы найдете новую работу, да, и она будет подразумевать вот это общение, общение, общение. Скоро у вас начнутся какие-то дела, да, которые выключат вас из вашего внутреннего осознавания и выведут во внешний мир. И вы почувствуете свою реализацию. То есть вот что вам нужно знать? Что все, что вы сейчас переживаете и проходите, что все это не зря происходит с вами. Идет процесс формирования нового «я», нового человека, да, который помнит свой опыт, но в то же время уже взрослый, состоявшийся и зрелый. И этот период, вот он уже начал происходить, да, то есть тьма уже отступает, плохие события уже отступают. Там, где вы проблемы, где вы находитесь наедине с этими проблемами, да, и сами с собой, отступает и наступает весна. Пока карты еще не говорят, что впереди лето, да, и вот какие-то приятные вообще супер-пупер события, победы и так далее. Но они уже говорят о весне, что очень скоро уже начнет таять снег, застучит первая капель, да, и в вашу жизнь начнут приходить люди для какой-то коммуникации, для какого-то общения. Вы будете очень заняты этим общением и будете чувствовать себя очень стабильно от того, что будет происходить. Ну вот как-то так. Попыталась я, значит, это все вам прочитать. В общем, короче говоря, ночь темна перед самым рассветом. Вот самое главное, что хочется сказать. Совет. Давайте возьмем... Нет, совет мы возьмем вот тут. Совет, совет, совет. Угу. Ваши иллюзии сковывают вас. Вы очень много времени находитесь в мечтах, в фантазиях, и в этом есть ваш дьявол. Чем дольше вы сидите в своих фантазиях, чем дольше вы проживаете жизнь в каком-то виртуальном выдуманном мире, да, тем больше дьявол захватывает вашу душу. Здесь говорится о том, что вы должны научиться отделять мечты от бесплотных фантазий. Да? Мечты – это то, во что мы верим, что нам хотелось бы получить, да, и к чему мы все-таки должны стремиться. То есть мечты – это не что-то эфемерное, витающее в воздухе, это что-то, к чему мы должны идти рано или поздно, они должны превращаться в цели. А
вы очень много занимаетесь бесплотными фантазиями. Возможно, это связано с каким-то человеком, возможно, даже с женатым человеком, несвободным, да. И вот эти вот мечты и фантазии о нем ли, или, может быть, что-то еще имеется в виду, да, забирают огромное количество вашей энергии. Дьявол пожирает вашу энергию, пока вы фантазируете. Совет такой. Для того, чтобы весна вашей жизни наступила быстрее, для того, чтобы пришли новые события, новые люди, вам нужно научиться выходить из бесплотных фантазий, из иллюзий в реальный мир. Это значит переключаться на реальные действия. Может быть, выходить из интернета, выходить там из вот этих бесконечных рилсов, если вы их смотрите. Да, начинать читать книги, начинать задумываться о каком-то деле, просчитывать, строить какие-то планы. То есть переключаться. Короче говоря, ваш совет, научитесь переключаться от бесплотных фантазий в реальную жизнь. И тогда будет сохранена ваша энергия, которую вы сможете направить уже на построение каких-то целей, да, исполнение настоящих мечт, а не фантазийных. Благодарю вас, мои дорогие единички. Двигаемся дальше. Двоечки. Здесь мне говорят, что вы находитесь в треугольнике, в котором у вас разбито сердце. Хорошо. Что имеется в виду? Очень сильная ментальная зависимость. Очень сильная ментальная зависимость у вас от некого мужчины, с которым вы не можете быть вместе. Я бы даже сказала, что треугольник здесь с его стороны, то есть он в браке находится, а вы, возможно, одиноки. Или ваш отшельник – это одиночество вдвоем. Да? То есть вы находитесь в отшельнике, нам показывают, но иногда таким образом показывают неудачный брак. Да? Когда вы живете с мужчиной, непонятно зачем. Да? Как бы никаких эмоций, никакого соприкосновения сердец, душ не происходит, а просто вот дети, там, недвижимость и так далее. Вот. Ну, в большинстве случаев здесь будет, что все-таки ваш мужчина, да, к которому вы неравнодушны, он женат, а вы здесь свободный человек, потому что отшельник выпадает на вас. Вот, значит, здесь очень много страданий, очень много зависимости от некого мужчины, который находится на расстоянии от вас, он не свободен, нет вариантов с ним вообще никак соединиться, потому что это вообще невозможно, да, очень много препятствий, очень много невозможностей между вами. А может быть и мужчина, собственно, ничего не собирался делать, да. Здесь просто показано какое-то страдание, ментальное залипание на мужчину, который, то ли когда-то проявлял к вам страсть, да, то ли он проявил к вам интерес и исчез из вашей жизни, то ли между вами были отношения, и потом этот мужчина, допустим, женился. Вот. Но здесь когда-то в прошлом от мужчины были жезловые проявления в вашу сторону, а сейчас вообще никаких проявлений нет, тишина, все ушли в себя, все ушли в какой-то игнор, и вот вы находитесь в состоянии такого постоянного обдумывания, внутренних диалогов. Да? Что такое ментальная зависимость? Это зависимость от ментальных, то есть мыслительных диалогов с человеком. Когда внутри вас возникает этот диалог, и вы начинаете его поддерживать. То есть вы не можете выйти усилием воли из этого диалога и его прекратить, да? Вас как будто бы кто-то туда затягивает. Вы входите внутрь и начинаете с человеком там переговариваться, да? Что в этот момент
происходит? Образуется ментальный канал, да, по Луне он называется. Мы его тарологи, да, считываем его как аркан Луна. Вот в этом аркане через этот канал образуется ментальный канал между вами, да, мыслительный канал, где вы буквально встречаетесь с этим человеком. И эти диалоги, они как бы происходят на самом деле, только кажется, что они в ментальном поле, не в реальности. Вот, значит, вот вы находитесь в этом залипании. Это залипание вас уже просто обесточило совершенно, но вообще вся вот эта история с мужчиной открыла в вас определенные способности, потому что вы еще и жрица. Вы жрица, которая познает себя. Может быть, вы уже практик, может быть, вы учитесь, может быть, вы лишь хотите развиваться как-то в этом ключе, да, только обнаружили в себе эти способности, и вот вы чувствуете, что вы что-то можете считывать людей, да, может быть, какие-то ритуалы начали срабатывать ни с того ни с сего, да, свечку сожгли, что-то наговорили, раз, оно сбылось. Вот. Или что-то человеку пожелали, раз, оно сбылось. То есть у вас открылись способности именно после вот этого взаимодействия с мужчиной. И вы это в себе чувствуете. Просто пока вы не чувствуете ресурса на то, чтобы эти способности проявились в полной мере. Да? То есть вам нужен какой-то ресурс. Может быть, вам нужен ресурс, чтобы пойти куда-то учиться. Я имею в виду сами деньги. Может быть, энергетический ресурс, чтобы себя проявлять. Вы чего-то боитесь, вы в себе не уверены. Есть определенный комплекс самозванца. Да? Ну, вот какие-то такие вещи вас как будто бы ограничивают. Хорошо. Давайте посмотрим, что вам нужно знать прямо сейчас. Что вам нужно знать прямо сейчас? Так, вы долго вынашиваете какой-то проект и занимаетесь, знаете чем? Ну, так называемой прокрастинацией, да. Вы себя очень сильно жалеете, вы все время боитесь, что у вас что-то не получится. Ну вот как будто бы, знаете, вот с одной стороны вы знаете, что нужно уже что-то начинать делать, а с другой стороны какая-то сила удерживает вас то ли в лежачем положении, то ли в положении жертвы, да, и вы все время откладываете что-то на потом и обсасываете свои проблемы, обсасываете свои переживания какие-то, да, и никуда не двигаетесь. В результате что? Ситуация стоит на месте. Короче говоря, есть какой-то проект внутри вас, это может быть что угодно. Может быть, вы хотите родить ребенка. Может быть, вы хотите новый бизнес организовать. Может быть, вы хотите поменять работу, переехать, купить новую квартиру. Да? Ну, то есть вот все, что угодно здесь может быть. Так вот, вот этот проект очень скоро будет вами рожден. То есть как бы вы себя не жалели, как бы вы не откладывали на потом, ситуация сложится таким образом, что проект, который вы задумали, дело, которое сейчас лежит у вас в головушке вашей светлой, судя по всему, да, вскоре будет рожден. 2. Или через 2 месяца с момента, как вы услышали этот расклад, да, и на самом деле не важно, когда вы его увидите, не важно число, в которое он вышел. Вы должны понимать, Таро расклады – это магия. Да, вас приводят к определенному Таро раскладу не случайно. Вы слышите определенные слова не случайно. Вы их услышите и увидите именно тогда, когда вам нужно. Даже если пройдет 2 года с момента выпуска этого расклада. Да? Вот вы его увидели, и
можете отмерить или 2 месяца, да, это не 2 недели, но это или 2 месяца, или, может быть, 2-й месяц, да, там, февраль месяц, грубо говоря. Вот, значит, когда родится ваш новый проект, вы увидите знаки Вселенной. То есть с вами будут разговаривать, потому что вы реально как бы затянули время рождения этого проекта. Да? Уже высшие силы хотят, чтобы вы наконец-то что-то из себя родили. И они будут с вами разговаривать при помощи разных совершенно знаков. Это могут быть одинаковые цифры на, парные одинаковые цифры на телефоне, в телевизоре. Это могут быть какие-то новости. Да? Вот вы включаете новости и слышите фразу и чувствуете, что это какой-то внутренний ответ, вернее, внешний ответ на ваш внутренний вопрос. Да? То есть едете по дороге, видите какой-то билборд, да, там с картинкой, и понимаете, что это для вас. То есть внутреннее чувствование, внутреннее осознание подскажет вам, что этот знак конкретно для вас. С вами будут разговаривать множеством разных сигналов, множеством разных знаков, да, и ваша задача – это увидеть их, когда они начнутся. Потому что это будет началом рождения вашего проекта. Может быть, имеется в виду, что при помощи знаков они вас направят, как что-то сделать, да, куда повернуть, в какой переулок повернуть, с каким человеком что-то начать делать, что-то, может быть, предложить этому человеку совместное. Да, скажем так, для того, чтобы совместно что-то родилось. Вот. И здесь говорится о том, что в случае этого проекта, этой задумки, один в поле не воин. То есть вам нужно будет то ли с кем-то договариваться, то ли с кем-то, может быть, чью-то помощь попросить, да, может быть, чьих-то вложений попросить, найти какого-то инвестора. Вот, то есть здесь некий ваш проект возможен, его реализация возможна при участии других людей. Хорошо. Совет для вас. Совет для вас. Совет для вас. Вы обманули сами себя, заподозрив какую-то женщину в обмане. Вот так. Возможно, был какой-то период в вашей жизни, или это случилось недавно, когда вы заподозрили и обвинили какую-то императрицу, важную для вас женщину. Может быть, это мама, сестра, подруга, учитель, господи, коллега по работе, начальница, да, то есть это женщина, императрица, и вы ее заподозрили в обмане себя. Вы заподозрили, что это низкий человек, что у нее были низкие какие-то намерения, да, в вашу сторону, использование вас, и вы этого человека в чем-то обвинили или, возможно, ушли из общения. Да, потому что не все могут в открытую высказать обвинения. А вы ушли из общения, и вот, скорее всего, прошло какое-то время, да, к вам то ли пришло, то ли придет осознание того, что эта женщина на самом деле была вам другом, была вашей удачей и по-настоящему очень, такой, знаете, как верный друг, хороший советчик, хороший товарищ. Вот, а вы ее зря обвинили. Значит, здесь у вас скоро откроются глаза на правду, на то, что вы перехитрили сами себя, обманули сами себя, пребывали в состоянии вот этого самообмана, обвиняя кого-то. Вот. Ваша задача, если вы поймете, о ком я говорю, потому что здесь совет почему-то касается именно этого.
Да? Если вы поймете, о ком я говорю, и когда вы поймете, о ком я говорю, проанализировать ситуацию с этой женщиной еще раз, да, с позиции того, что, возможно, вы обманули сами себя, а не она обманула вас. Ну и уже тут действуйте, пожалуйста, так, как посчитаете нужным. Да, конечно, если вы кого-то обидели, обвинив во лжи, обвинив в обмане, лучше бы извиниться перед этим человеком, да, извиниться и сказать, что, слушай, прости меня, пожалуйста, да, я была не права. Но не знаю почему, возможно, это тоже какой-то важный аспект для вас сейчас, раз о нем говорят. Благодарю вас. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Троечки. Троечки. В каких энергиях находитесь? Остываете после злости. Злились на кого-то очень сильно. Злились на человека, который перестал проявляться к вам, несмотря на то, что вы знаете, что этот человек вас любит. У вас здесь почему-то страсти по Матвею мне пришло. Не знаю, у кого-то Матвей. Но, короче говоря, смысл такой. Вы огненная женщина, жезловая королева. Женщина, которая обладает способностями, скорее всего, и к магии, к экстрасенсорике в том числе. А вы человек, движимый огненными энергиями. Легкая на подъем, быстро на все соглашаетесь, быстро делаете дела, задумали, сделали. То есть вы вообще не склонны к лени, к лежанию на диване. Вам это все очень претит. Вам хочется двигаться, вы любите походы, вы любите, допустим, горы, движение. Если море, то это обязательно плавать, может быть, на серфе, может быть, просто плавать, да, значит, вы не любите лежать, вы не любите вот эти вот все лежачие моменты. Значит, и в вашей жизни есть какой-то мужчина, с которым вы планировали, видимо, что-то. Да, вы планировали 10 кубков. Это счастливые брачные отношения, где есть эмоции, где есть любовь. Мужчина послабее, чем вы, он кубковый, вы жезловая, да, но он такой достаточно сильный кубковый король, способный дать вам мягкость, потому что у вас не хватает мягкости, способный дать вам эмоции, окутать вас заботой какой-то. Вот, вы давали бы ему силу двигаться вперед, а он давал бы вам нежность и заботу, ну, которой не хватает жезловой королеве. Да? Жезловая королева – это женщина, у которой всегда много дел, много проектов, и, конечно, ей не до вот этих сюси-пусей всех, да? А тут человек, который способен это дать. Так вот, человек вас разочаровал очень сильно, он перестал проявляться в вашу сторону, или вы поругались и все закончилось, или вы, может быть, не поняли друг друга, да, разошлись в стороны. Вроде как очень приятное, дружеское, теплое, такое хорошее общение было прервано, и вы были в бешенстве от этого. Вы на самом деле тяжело переживали вот это вот, ну, разрыв, что ли, такой, паузу с этим человеком. Вы до сих пор находитесь в паузе, общение так и не возобновилось с ним, но вы уже стали остывать от своей злости. У вас была какая-то агрессия в его сторону. То ли хотелось ему по рогам там понадавать, да, что-то высказать, то ли хотелось самой его бросить, да, не хотелось, чтобы все это как-то так в молчанку ушло. Но была некая ситуация, которая вывела вас в злость, в состояние злости, агрессии. И вот сейчас вы как будто бы остываете от этой злости. Общение не восстановлено, но вы уже начали более трезво смотреть на вещи.
Да, может быть, поняли, что вас с этим человеком ничего не связывает. Может быть, поняли какие-то свои ошибки, которые нужно исправить. Может быть, ну, вот голова очистилась от какой-то обиды, желания отомстить ему, во что бы то ни стало быть правой. Ну, вот как-то так. Здесь идет сознательный процесс, да, вашего возвращения к себе самой. Что вот так все выдохнули, и давайте, как говорится, приходим в себя. Хорошо, что вам нужно знать прямо сейчас? Что вам нужно знать прямо сейчас? У вас, знаете, есть глобальное ощущение какого-то такого вселенского предательства, как будто бы вы помогаете всем людям вокруг вас, а вот когда вам требуется помощь, и когда требуется участие в вашей жизни, поддержать вас, да, в какие-то одинокие моменты, никого нет рядом. У всех людей есть свои какие-то проблемы в этот момент, задачи, да, и никто, собственно, вас не поддерживает. Значит, что вам нужно знать прямо сейчас? Что вокруг вас большое количество друзей. Люди, от которых вы сейчас отвернулись, отошли в сторону, с которыми вы не хотите общаться, которых вы в чем-то, возможно, обвиняете, это ваши друзья. Ваша задача выключить внутреннюю агрессию и непримиримость, да, потому что у вас такой непримиримый нрав. Вы, если во что-то верите, все разрушить, все сжечь, значит, все мосты, корабли и порты. Я права, значит, я осталась одна на пустыре, но, в принципе, главное, что я все сожгла. Да? Вот здесь, да, вам говорится о том, что вот эту непримиримую, упрямую позицию «я права» нужно сейчас смирить. Вам нужно пройти через собственное смирение, чтобы осознать, что вокруг вас есть друзья. Может быть, это не все люди, с кем вы общаетесь, да, на кого вы сейчас обижены, но есть не один друг, а большое количество друзей, которые способны вас действительно поддержать и на которых вы зря обиделись. Ну вот, не знаю, почему вам это нужно знать. Дальше. Есть человек, который находится не в мире живых, да, это человек, который уже ушел в мир мертвых, и этот человек сейчас, да, хотел бы передать вам сообщение. Это сообщение о том, что он вас очень сильно любит. Здесь есть какая-то любимая вещь между вами, у кого-то это одежда, но здесь идет, знаете, прям любимые носки, да, но, возможно, это, конечно же, не носки, это может быть игрушка, это могут быть сережки или одна сережка, это может быть цепочка, которую он вам дарил, может быть, это ваш папа, может быть, это муж, может быть, это брат, да, это очень похоже на мужскую энергию, поэтому я это обозначаю как мужскую энергию. Значит, есть некая вещь, которая объединяет вас с этим умершим человеком. И он говорит о том, что он передает вам послание своей любви, он передает вам свой поцелуй сердца, да? Он говорит вам о том, что он вас очень сильно любит, и что он всю свою любовь вложил в эту вещь. Ну, сейчас, наверное.
Вот. И каждый раз, когда вам плохо и когда вы чувствуете себя одинокой, вы должны взять эту вещь, вообще должны с ней не расставаться, да, она должна быть постоянно с вами. Вы должны взять эту вещь и потрогать ее, подержать ее в ладонях. И вот это соприкосновение будет рождать новый виток колеса удачи, да, колеса фортуны. Ну, вот так. Вот такое послание для вас, да. Вспоминайте о вещи, да, вспоминайте про вещи, о которой я говорю. Здесь, может быть, вам не хватает какой-то удачи, какой-то, знаете, какого-то покровительства. Я так подозреваю, что этот человек, который вас любит, или ваш родственник, да, или тот, кого вы любили в этой жизни, ушедший, да, он, возможно, сейчас курирует вас и так или иначе вам помогает оттуда. И вот он, значит, показал нам с вами, каким образом вы можете получать его помощь. Да, если она нужна, вы должны найти эту вещь, подержать ее в ладонях и как-то внутренне направить свой запрос или вслух, да, сказать свой запрос, что вам хочется, в чем нужна помощь и так далее. Таким образом будет разворачиваться колесо фортуны к вам лицом. Вот о чем вам нужно знать. Совет для вас. Совет для вас. Совет для вас. Время лечит, а расстояния нет, говорит этот совет. Если вы хотите от кого-то убежать, уехав куда-то, вы думаете, вы уедете, и ситуация сама собой разрешится. И в вашей голове, допустим, не будет человека. Или ваши отношения, ну вот как-то там, или разорвутся окончательно, или восстановятся после вашего побега. Этого не случится. Не нужно никуда уезжать или никуда ехать. Может, вы хотите наоборот поехать к человеку для некого примирения, да? Так вот, здесь говорится четко. Время лечит, расстояния нет. Значит, все, что вы думаете о некой поездке, о сокращении расстояния, о том, чтобы кому-то приехать или чтобы кто-то приехал к вам, это не вылечит вас. Не знаю чего. Вас очень-очень много, да? И, по сути, каждый из вас может находиться в совершенно индивидуальной ситуации. Просто смысл такой. Расстояние не вылечит вас. Не убегание, не сокращение расстояния. А вот время вас вылечит. Дайте себе время, если вам тяжело от чего-то, от любовных переживаний, от переживаний по работе, там с деньгами стало тяжело, что-то происходит, да, вот какие-то такие вещи. Выдохните и дайте пространству все отрегулировать. Не вмешивайтесь, да, вот эти вот жезловые энергии ваши, они иногда могут идти против вас. Не вмешивайтесь, дайте пространству все сделать без вашего внимания. Оно все сделает наилучшим образом для вас. Вот. Позвольте себе какое-то время, да, какое-то время созерцать только свою душу, заниматься только своей душой. И время излечит какие-то раны. Нам говорят так. Ну вот такой совет. Такой совет. А если вы сейчас начнете куда-то бежать, то есть использовать расстояние, дьявол догонит вас. Не нужно не увеличивать расстояние, не сокращать расстояние. Это не решение какой-то проблемы. Ну вот одной вам известной какой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, да, о чем же здесь говорится. И откуда такая красивая фраза, да, из потока для вас вынырнула. Да, она же к определенной ситуации вынырнула. Ну что, мои дорогие, вот такой получился сегодня расклад. Я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного.
встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.